Тысячи белорусов отмечают один из наиболее важных праздников – Рождество Христово. Вчера люди не только принимали участие в церковных служениях, но и выходили на улицы своих городов, чтобы вместе загадать желания. Белорусы оказались едины в том, чего они хотят – прекращения насилия и нового будущего для своей страны. Об этом у Всевышнего попросил и архиепископ Тадеуш Кондрусевич, чье возвращение на родину верующие назвали настоящим рождественским чудом. Глава католической церкви Беларуси провел сразу 2 службы в Красном костеле в Минске, на которых прихожане встречали его продолжительными овациями. Священник не мог сдержать слез, когда впервые вышел к верующим после своего 4-месячного изгнания. В своей проповеди он много говорил о переменах и призвал белорусов быть сильными. Переменить силу страха в силу любви. Европейские санкции не только больно бьют по кошельку Лукашенко, но и портят репутацию всем, кто с ним связан. Так о намерении прекратить работу в Беларуси заявила сербская группа компании Dana Holdings, которая занималась строительством жилых комплексов в Минске. Владельцы компании попали под санкции за свои тесные дружбы с семьей Лукашенко и решили, что бизнес все-таки важнее. Похожая ситуация произошла и с резидентом ПВТ IT-компании Synesis, которая лишилась контракта в Силиконовой долине. Американская сторона прекратила сотрудничество, ответив, что такое решение связано с нарушениями гражданских и политических прав в Беларуси. Помимо этого, волна санкций накрыла и шведские счета санатория «Белорусочка», принадлежащего управлению по делам нелегитимного. Руководитель оздоровительного комплекса, который расположен в Литве, заявил, что об аресте иностранных счетов узнал только когда попытался вывести с них деньги. Очевидно, белорусские власти до сих пор не могут поверить, что европейские санкции – это крайне серьезный инструмент противодействия беззаконию в нашей стране. А вот иностранные партнеры это поняли моментально и сделали правильные выводы. Вслед за массовыми увольнениями силовиков произошло то, чего, кажется, никто не ожидал. Начали уходить в отставку судьи, которые отметились громкими политическими приговорами. О своем желании досрочно расторгнуть контракт заявили как минимум 5 представителей так называемого закона. Среди них судья Мингорсуда Алексей Бычко, который раздавал сутки предпринимателям и активистам на протяжении долгих лет, а после событий площади 2010-го попал под санкции Евросоюза. А также судья Центрального суда Иван Костян, отметившийся процессами над Ниной Богинской, Павлом Северинцем и многими другими общественными и политическими деятелями. Хочется верить, что этих пособников нелегитимной власти действительно замучила совесть, и они наконец поняли, что законы придуманы не для удовлетворения прихоти Лукашенко, а чтобы защищать простых граждан от таких преступников, как он. Белорусы не хотят, чтобы их налоги шли на оплату пропагандистских статей Андрея Муковозчика и других одиозных авторов советской Белоруссии. Свое недовольство решением нелегитимных властей включить данную газету в список СМИ, финансируемых из госбюджета, они выразили в электронной петиции. Авторы обращения напоминают, что советская Беларусь принадлежит администрации президента, которая ведет собственный международный бизнес и способна самостоятельно оплачивать свой же пропагандистский листок. В качестве альтернативы управлению делами нелегитимного предлагается продать парочку Тесла или Майбахов из его личного автопарка. Таким образом, бюджет страны освободится от очередной бессмысленной нагрузки, а сохраненные таким образом деньги можно будет направить на закупку остродефицитных лекарств, необходимых народу Беларуси. Любой желающий может оставить свою подпись под народным обращением в течение месяца. После этого оно будет направлено в Совет министров. Ссылку на петицию мы оставим в описании к этому видео. Невероятные белорусы не забывают о тех, для кого их поддержка в эти дни особенно важна. Так, владельцы брестской кофейни «Ава Рестафе» выступили с инициативой перечислить половину своей выручки за 27 декабря объединению «Дети в беде», которое помогает маленьким белорусам с онкологией и заболеваниями крови. Любой заказ, который будет сделан в этот день, может превратиться в улыбку ребенка. А люди, которые не планируют ничего покупать, могут просто оставить чаевые, которые также пойдут на подарки детям. Такие добрые дела, на которые белорусы не жалеют времени и сил, действительно впечатляют. Ведь пока промышленные гиганты дарят своим сотрудникам новогодние тряпочки, а государство озабочено лишь тем, чтобы Деды Морозы были выкрашены в идеологически правильные цвета, простые люди думают, как сделать друг друга чуточку счастливее. На этой позитивной ноте я прощаюсь с вами, поздравляю всех с Рождеством и желаю приятных выходных. Живе Беларусь!